Признак, по которому вы можете понять, что вами сейчас, прям в данный момент, очень нагло манипулируют. Это когда вы не можете отказаться от чего-то. Например, мы, девочки, часто ходим в салон красоты. Не можете отказаться, добавлю, или потребовать свое право, где есть ваше право. То есть у вас есть право отказаться, а вы не можете. Или у вас есть право потребовать что-то от человека, а вы не можете. Так вот, возвращаюсь к примеру с салоном красоты. Мы, девочки, часто ходим в салоны красоты. И вот представьте картинку. Вы приходите в салон красоты. Например, маникюрщица, мастер маникюра, который вы знаете, работа, которая вам нравится, она заболела. Вас не предупредили, что ее нету. А вы уже пришли. Дела у вас все спланированы. Ну окей, попробую новую. Кого-то вам предлагают взамен. Вы садитесь, вам эта девушка делает маникюр. И она просто изрезает в мясо все ваши кутикулы, ногти, делает вам больно, ранит вас, ваши пальчики в крови. Это неприятно. И более того, возвращаемся к теме права. Вообще-то, не имеет права мастер маникюра вас всю изранить. Не подразумевает за собой этот сервис, что вам должны наносить вред физически. И вы сидите и чувствуете, что если вы сейчас начнете предъявлять свое право вернуть вам деньги за плохой сервис, то вас начнут отфутболивать. Допустим, вы какие-то начинаете делать шаги, но это такие, знаете, шаги неуверенного человека, не тот, который встал, стукнул кулаком по маникюрному столику и сказал: что за хрень собачья? Почему вы изрезали меня всю? Вы точно квалифицированный специалист? Я не согласна платить деньги за такой маникюр. Верните мне деньги, если, к примеру, вы заплатили заранее. Или вы объясняете, что все, я ухожу, но деньги я вам не заплачу. И вообще компенсируйте мне то, что мои пальчики сейчас изранены. Может быть, вашими тупыми ножницами, которые, по идее, не должны быть тупыми у мастера маникюра. Потому что это частая причина, почему там случаются всякие ранки. В том числе, когда ножницы, щипчики плохо режут. И, соответственно, вы делаете какие-то неуверенные предпосылки. К примеру, вы не очень уверенный человек, не привыкший требовать что-то и быть категоричным. И вы замечаете с той стороны, которая, по идее, должна пойти вам навстречу и выполнить свои обязательства, какое-то тоже такое наглое отфутболивание вас, что вас как мячик отфутболивают. Типа, иди-ка ты домой, и ничего мы тебе не дадим. И в этот момент вами нагло пользуются. Почему? Потому что просто садятся вам на шею, берут с вас больше, чем должны, не признают того, что нарушают ваши права, юзают вас одним словом. Что же делать? Полезно повспоминать прямо сейчас, когда вы оказывались в похожих ситуациях. Проще всего найти такие ситуации, конечно, в зоне сервиса. Может быть, это в ресторане, когда вам приносят... У меня был один случай не так давно, который прям поразил меня. Недалеко от дома есть ресторан. И я не могу сказать, что он мне супер нравился, честно говоря, но он был удобной альтернативой. Почему? Потому что там всегда были свободные места. Но вообще логично, что там, где есть свободные места, всегда, а рядом много ресторанов других, и там нет свободных мест в сезон, значит, там что-то не то. Наверное, не очень вкусная или не очень свежая еда. В общем, так и было. И, в общем, как меня поюзали, так скажем, и что делала я. Я прихожу туда. Я знала уже, что там бывают случаи того, что приносят не свежие морепродукты. То есть, например, много раз было такое, что я заказывала что-то и заказывала там мидии такие вот в ракушках, такие штучки есть, которые запекают в каком-то соусе. Приносят такую чашку, и там вот целая горсть, такая много вот этих ракушек. И от них неприятный запах. Я очень чувствительна к еде, и у меня обоняние такое очень сильное.
Если есть какой-то такой запашок несвежий от еды, то я не смогу есть. Я могу остаться голодной, но как бы у меня прям вот совсем мое тело это никак не воспринимает. И я чувствую этот запах. Я понимаю, что они продаются в магазине, эти ракушки такие в связке. И если они, когда их варят или там запекают, какая-то из них не открывается, то, скорее всего, там мертвое, стухшееся такое что-то, в общем, несъедобное. Но я понимаю, что они там все варились в этом соку этого несъедобного, и, в общем, мне противно это есть, я не готова. И я возвращала. Или просто не ела, по-разному, в общем, было. Но это такой момент, с которым можно поспорить, потому что я так категорично, а в ресторане кто-то может просто там убрать. По идее, повар должен был, скорее всего, просто убрать испорченную, остальные дать. В общем, что было в этот раз, что было прям категоричным нарушением моих границ, и когда меня нагло пытались юзать, использовать. Я заказала другое блюдо, которое точно должно быть свежим, но непростительным, быть не свежим. Такой вот кальмар, пожаренный на гриле. Их 2 штуки, и мне приносят, и там такой запах, что ой. В общем, любой нормальный человек должен это отличать носом. И я такая сижу и понимаю, что это так воняет. Я так принюхиваюсь и понимаю, что один из них нормальный, а второй старенький и, в общем, видимо, долго лежал в холодильнике. Что делать? Естественно, я должна это вернуть, но есть я это не буду. Естественно, я не должна платить за это. И хорошо бы еще, чтобы ресторан мне компенсировал такую оплошность, потому что не должны людям в ресторанах приносить тухлую еду. Не должны. Я зову официанта. А он такой человек там был, который 30 лет работает, в общем, там как член семьи, очень наглый. И я ему показываю это и говорю: не свежее, заберите. Он удивляется, говорит: не может быть, нам их сегодня привезли. Понимаете логику? Когда я, клиент, говорю ему, что это не свежее, забери, по идее, он должен проверить, понюхать. А он мне говорит, это читаем между строк: ты херню мне говоришь? Не может быть не свежим, потому что нам сегодня привезли. То есть он даже не допускает мысли, что, может быть, вам это привезли уже тухлым, а вы не проверили, что вам привезли. Причем здесь то, что вам привезли? Это вообще уже дела ресторана с поставщиками. Это не мое дело клиента. Тут пытаются мне присесть на шею, нагло меня попользовать. А я делаю ему такое лицо, которое называется кирпичом, то есть что меня не волнует, кто вам что привез. Я ему говорю: понюхайте. Он говорит: окей, но он сам не нюхает, он носит повару, которого я не вижу, не слышу. Возвращается через 5 минут и говорит: мадам, вы ошибаетесь. Повар посмотрел, они с хорошим сроком годности, их сегодня привезли. Мной пытались нагло попользоваться. Что я сделала в этот момент? Что же делать в такой момент? Первое. Помните, что вам пытаются навешать что-то не ваше, подгрузить вас тем, что вас не касается. Здесь нужно стоп и не брать то, чем вас нагружают. То есть в моем случае, если бы я начала вникать в эту ситуацию или разжевывать, вообще контактировать с ним дальше на тему того, кто им как привез, или объяснять ему, что, может быть, вам привезли их уже тухлыми, то есть вникать в эту ситуацию с той подачи, как он мне это предлагает, то я бы позволила ему дальше юзать меня, нагло меня использовать. Я прекращала всячески такие разговоры, делала каменное лицо и говорила в ответ то, что нужно мне. Я говорила: просто заберите и не считайте это в счете. И когда человек понял, что со мной не получится так, я же клиент, он же не может меня заставить платить, тем более в ресторанах же счет платится после. Он просто пожал плечами и сказал: окей. И я вам советую делать так же. Не позволяйте себя нагло использовать.